А сейчас я передаю слово Сергею, и он расскажет вам программу поддержки нашего иммунитета. Но сейчас мы разберемся вообще, что такое иммунитет, свяжем это с антиоксидантами, и у вас будет полное представление, что с чем и зачем. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Кстати, рекомендую дойти до конца. Все оставайтесь. В конце будет мини-интервью, мы запланировали. И поехали. Программа поддержки иммунитета. Но прежде чем вообще мы перейдем к упакованным продуктам, которые компания нам предоставила, давайте разберемся, что такое вообще иммунитет. Это прежде всего устойчивость организма к инфекциям и ответная реакция на них. Вообще, вот иммунная система организма занимает второе место после мозга по сложности протекающих процессов. Представьте, да, это до сих пор изучаемая система. И иммунитет у нас делится на естественный и искусственный. Как мы понимаем, естественный – это врожденный и приобретенный, да, после болезни какой-то. Искусственный бывает активный и пассивный, ну, после вакцины или какой-то сыворотки. Это тоже всем вам понятно. Когда человек рождается, уже с первых дней действует вот адаптивная система, то есть приспосабливается. И внутри на клеточном уровне происходят разные этапы защиты на химическом уровне и на физическом уровне. И вот мы, осознанные существа, мы можем либо благоприятно повлиять на то, чтобы система наша иммунная выполняла свои функции, либо можем мешать ей. То есть большинство людей как раз-таки вот на последнем, то есть они мешают нашей иммунной системе работать так, как нужно. Простыми словами, сами себя убивают. То есть мы не наоборот помогаем, а убиваем. Сейчас мы посмотрим в дальнейшем, как это вообще у нас выглядит. Я не зря поставил этот слайд, мне очень нравится рацион бедняка. Я всегда его везде пихаю, в марафоны вставляю, чтобы люди понимали, даже если у нас продукты, они какие-то дорогие, но пустые, то есть в принципе в рационе дефицит белка, полиненасыщенных жирных кислот, дефицит витаминов А, группы В, С, Е. Ну, про минералы я тоже говорю, что это также у нас в дефиците. Вот и есть рацион бедняка. То есть организм не получает всего того, что нужно. Дальше у нас получается такая ситуация, что внешнее воздействие, иммунная система слабая, и вдруг человек заболел. Заболело что-то, да, но что-то просто так у нас не болит. Просто не справилась защита, и организм вышел из строя. Как Наталья сказала правильно, фитонутриенты, вот эти как раз растительные компоненты, они как раз способствуют окислительному стрессу и укрепляют иммунную систему. Как раз еще не зря вот правило 5 порций в день, 5 разовых питаний, да, это вот для того, чтобы мы могли свое питание разнообразить и насытить его вот теми компонентами, которые нужны для того, чтобы вот эта защита работала, антиоксиданты, они включались, витамины, минералы. Также мы должны получать из свежих овощей и фруктов. 75% населения Земли потребляют недостаточно фруктов и овощей. Ну, я думаю, за собой вы тоже заметили. И я из практики вижу, люди в марафоне коллажики показывают. Мало фруктов, мало овощей. Да, постепенно это налаживается, но сейчас ситуация такая, и статистика действительно работает. Давайте разберем несколько важных таких микроэлементов, которые включены вот в наши продукты Формула-2, Формула-1. И почему они включены? Да? Все мы знаем, витамин С у многих ассоциируется с апельсином. Кто-то видел отражение переедания апельсинов на коже, да, потому что это как раз-таки вот та реакция, когда много витамина С, он выводится, он не накапливается. И это как раз один из важных компонентов для того, чтобы наша иммунная система функционировала так, как нужно. Но не только в наших цитрусовых это содержится. Есть разные другие овощи, фрукты, ягоды, которые содержат достаточное количество. РСП – это рекомендуемая суточная потребность человека вот именно в граммах, миллиграммах в сутки. Селен. Когда готовил слайд, как раз вот у меня под рукой были несколько бразильских орехов. Я съел не 1-2, как рекомендовано, да, то есть потребить суточную норму 55 микрограмм, а я съел 4-5.
это не только селен, это лишь, для меня это также лишь это калории, потому что мужчине нужно несколько больше калорий. Я могу себе позволять. На процессе снижения вы с консультантом своим сформируете свой рацион и согласуете, сколько орехов и каких орехов вы предпочитаете, в какое время использовать. Также используйте в рационе, он содержится селен не только именно вот в таких продуктах, да, рыбе, мясе, но смотрите за качеством этих продуктов. Цинк также важный микроэлемент для того, чтобы иммунная система функционировала на 100%. Наша же задача не просто сделать так, чтобы как бы, ну, иммунитет был, да. Вот иммунитет должен всегда на пике быть. Представляете, да, что вот, допустим, вы переболели и вот выздоровели. И что это такое значит? Вот иммунитет, он должен выйти на свою прежнюю форму и все время поддерживаться, как вот самолет взлетел на высоту и летит. Никогда не должен подниматься, опускаться, в принципе, да, в хороших случаях, в идеальном случае. И в том числе вот цинк, который у нас в орехах, семечках, мясе, рыбе, ну, здесь такой интересный эквивалент приведен, 10 мг, 20 столовых ложек сушеных семян кунжута. Ну, я думаю, никто из вас не будет в таком количестве употреблять столько вот этих продуктов, да, тем более семян кунжута или каких-то других продуктов, потому что это много действительно. На помощь приходят как раз-таки мультивитаминные комплексы. И вот об этом витамине я бы хотел маленько поподробнее вам рассказать, потому что сейчас вот в интернете везде вижу люди пристальное внимание витамину D, вдруг у всех его не хватает. Себе люди стали прописывать его, назначать, но запомните, даже наши врачи, эксперты компании, я вам передаю их слова, говорят, что не назначайте себе витамин D самостоятельно, дополнительно из аптечных каких-то препаратов для того, чтобы якобы повысить, напитать организм. Типа у вас он в дефиците. Сперва сходите к доктору, сдайте анализы, проконсультируйтесь и потом уже сделайте такой объективный вывод, нужен ли вам витамин D, потому что это может навредить. Есть отдельные статьи, можете почитать, только от врачей читайте. То, что пишут в интернете, это можно на 0 умножить. Как раз вот витамин D, да, он вырабатывается, в принципе, вырабатывается в организме, и есть он в наших продуктах. То есть дополнительно просто мы сбалансируем рацион, дополняя, используя наши продукты, дополняя микроэлементными комплексами и получаем достаточно вполне за глаза вот этого витамина D, и не нужно ничего дальше придумывать. И бесплатный вам витамин D – это отдых и сон. Ну, все мы знаем, да, что спать нужно, норму нужно спать, а вот такую картинку вы наверняка не видели, что если мы будем спать 7 и более часов, то вероятность того, что мы простудимся или заболеем ОРВИ, относительно того, если мы будем спать 5 часов, почти в 2 раза снижается. Поэтому наша цель – дать организму отдых достаточный. И когда мы почувствовали первые признаки, что мы простудились, какие-то ОРВИ, симптомы, обратите внимание, вот сейчас как раз нужно дать организму отдохнуть. Да, у нас обстоятельства разные, семья или работа, но постарайтесь сделать так, все решаемо. И вот организму нужен отдых, и возьмите за привычку оптимизировать свой дневной режим суточный, да, чтобы он у вас вот как раз на 7 часов сна ночного выходил, потому что это важно, это не просто так. Если вы работаете в ночные смены, конечно, вам нужно больше адаптогенов, как Наталья сказала, это важно, вот именно шизандра у вас вообще на постоянной основе должна быть. И днем ваш сон должен быть при заглушенных шторах, то есть организм, мы должны его обманывать, как будто у нас ночь. Он должен вырабатывать гормоны, чтобы мы восстанавливались. И здесь вы прочитали, да, что как раз недосыпание ведет к риску ослабления иммунитета. А сейчас то, что нам предлагает компания, и то, что за нас уже нам придумала, да, и упаковала. Не зря вот эти продукты добавлены и скомпонованы и выполняют функцию поддержки иммунитета. Что входит в базовую программу? Ну, конечно, это Формула-1 коктейль. Вот тот самый белок, он и формирует наши клетки иммунитета. На прошлых занятиях мы говорили, что, ну или от консультантов вы слышали, что вот
больше 80% и наших иммунных клеток это вот в нашем кишечнике находится. Это так действительно. И то, какая пища будет, как раз зависит от того, какие иммунные клетки будут формироваться и в каком количестве. Ну и комплексы витаминов, минералов, они как раз-таки помогают качественно усваиваться благодаря вот этому белку, способствуют, точнее, белку, и все это доходит, потому что мы подключили алоэ. Алоэ помогает, увеличивает коэффициент усвоения, скажем так, всего, что мы съели полезного. Ведь сами представьте, грязный стакан, немытый, и мы вдруг его начинаем туда БАДы складывать, там, думать, что вот все это у нас усваивается, там все хорошо, но он грязный. Алоэ поддерживает этот чистый стакан, и мы в чистый стакан складываем все свои золотые микроэлементы, все белки полезные, все ложим, и все это благоприятно. Мы с полной уверенностью живем, что это все действительно, но это и на внешнем виде будет отражаться, и изнутри будет идти то, что действительно ощущения будут аналогичными. И для поддержки вот как раз-таки даже активации вот, полезной микрофлоры, иммунитета, в целом придумали такой продукт, разработали, Immune Booster называется. Это комплекс натуральных компонентов, и там внутри запатентованная добавка Эпикор на основе ферментата дрожжей. Тоже своего рода такая интересная технология. Более подробно спросите у консультанта, как вообще вот, пришли к тому, что вот функции вот этих дрожжей, да, почему они выполняют вот эту функцию, почему они помогают нашей микрофлоре стимулировать вот полезную. И как раз таки давая вот, помогает вот усиливать барьер иммунной системы в нашем кишечнике. Ну и травяной напиток, как вы уже знаете, это также источник наших фитокомпонентов, о чем мы сказали чуть выше. Потому что мы не съедаем столько овощей и фруктов, как я уже сказал, это из практики видно. Ну и сами за собой также замечайте, когда вы пишете дневничок питания. Это была базовая программа. Переходим к программе расширенная. Здесь вы уже видите добавлены еще два продукта. Это Шизандра Advance и Формула-2 комплекс витаминов и минералов. Давайте я чуть-чуть отступлю и скажу про Формула-2 комплекс витаминов и минералов. Да, отличается мужская и женская, это важно. Состав разный, потому что мужскому организму нужно одно, женщине другое. И еще, у нас есть такая практика, что люди, допустим, покупают аптечные витамины, используют наш коктейль и как бы сбалансируют рацион, как они считают. Да? Но вы имейте в виду, Формула-1, Формула-2, Формула-3. Почему вот именно одно за другим идет? Одно другое дополняет. Если вы какие-то продукты покупаете на стороне, а возможно, каких-то микроэлементов там несколько больше, чем нужно, да, и они, допустим, они будут дублироваться с теми, что в коктейле Формула-1. Поэтому мы, когда их соединяем, получается, допустим, перебор чего-то. Это нам может негативно сказаться. Поэтому используйте наши Формула-1 коктейль, да, и Формула-2 мультивитаминный комплекс. Тогда будет все гармонично. Они друг друга будут дополнять, потому что там есть те микроэлементы, которых нет в другом продукте. А, соответственно, в этом нет то, что есть в том. Поэтому вот этот важный момент вы должны учитывать. Ну и все витамины, как вы знаете, должны использоваться с белковой пищей. Это тоже имейте в виду. Самый идеальный вариант – это использовать Формула-1 плюс Формула-3. Или в обед, когда у нас есть достаточное количество белковой пищи. Шизандра Advance, Наталья уже сказала, это очень мощный адаптоген, помогает организму способность увеличивать, поглощать кислород и преодолевать усталость. И здесь вот основа китайский лимонник. Некоторые думают, что вот адаптогены, вот Роузгард и Шизандра Advance, да, они несколько, может даже одинаковые, некоторые думают, но они, да, выполняют какую-то общую, похожую функцию, но они, в принципе, разного назначения. И вот здесь в продвинутой программе как раз они подключаются, вот два еще продукта, они Роузгард и Nightworks. Вот Роузгард, состав другой, и он помогает предотвратить преждевременное старение клеток. Состав другой, да, там куркума, здесь вот основа как раз, здесь это в Шизандре, это китайский лимонник. И вот людям, особенно в возрасте уже, кто хочет продлить молодость, подключайте Роузгард, и
по возможности, да, чередуйтесь, допустим, с шизандрой. Важно. И Nightworks, который помогает все это качественно довозить, скажем так, до разных, даже удаленных или труднодоступных участков. Почему? Потому что вот у нас оксид азота, который в принципе должен вырабатываться, и после 30 лет его выработка снижается, он помогает улучшить кровоснабжение, вот, в принципе, в организме, и помогает сделать сосудостенки эластичными. Соответственно, проходит больше, сами предлагаете, да? У нас здесь узкие места. Почему гипертония возникает? Где-то узкие места, и, соответственно, кровоток сильный, повышается, и там давление, то есть разность давлений. А когда сосуды эластичные, кровоток больше спокойно проходит, и давление нормализуется, и питательные вещества в полном объеме доходят туда, куда нужно. Все вот эти продукты, которые мы сейчас разобрали, они есть в нашем каталоге и есть на официальном сайте herbalife.ru. Более подробно можно почитать и там. Там же есть и описание по микроэлементному составу, можете открыть, более подробно посмотреть. Ну и, конечно, задайте своему вопросу, своему консультанту вопрос. И для себя то, что вы записали, постарайтесь своими словами поделиться с близкими, предложить программу. Возможно, им это будет актуально на сегодняшний день. Да, я думаю, всем, в принципе, будет актуально попробовать программу, и тогда вы действительно узнаете, на каком уровне у вас иммунитет был, да, и потом, как это стало, потому что только так можно, все познается в сравнении. Если не пробовать, соответственно, вы никогда не узнаете, как у нас может быть лучше. А сейчас я хочу пригласить гостю Анастасию. Анастасия, если ты уже здесь, подключай свой звук. Слышно меня? Да, тебя слышно. Всем здравствуйте. Так, Сережа, задавать вопросы обязательно. Я пригласил Анастасию, потому что у нас есть результат и не только по набору веса, да, она сейчас расскажет, но и по самочувствию. Ну, расскажи пару слов о себе. Вот, так, меня зовут Анастасия, мне 23 года, я студент, учусь на психолога-педагога. У меня есть ребенок, зовут Ева, 3 годика. Вот по самочувствию, что вот хочу сказать, раньше я намного чаще болела, да, у меня как бы это и с питанием все плохо было, и витамины, в принципе, я не пила. В последний раз я болела где-то около года назад. Вот сейчас единственное приболела, вот хочу рассказать, да, со мной, ну, я находилась часто в контакте с больным человеком, к сожалению, и тоже от него заболела, но у меня только насморк. Если сравнить, у этого человека, например, он не пропивал, вот, я начала пропивать, поняла, что начала заболевать, начала пропивать шизандру и иммун-бустер. У меня появился только насморк, больше у меня симптомов никаких не было. У этого человека, у него ломило, хотя у него тоже как бы вроде бы здоровый иммунитет, но он не пропивал ни шизандру, ни кальций, ни иммун-бустер, и у него ломило тело. Да, он плохо себя очень чувствовал, да, у него кашлял даже. У меня только максимум это вот сопли, заложенность носа, больше какой-то усталости, чего такого не было у меня. И болеть я намного реже начала. Раньше я, где-то раза на 4, это минимум в год точно болела. Сейчас у меня выходит, что я где-то раз в год болею. Это максимум, могу даже им... Ну, вот так вот получилось, что часто находилась в контакте с человеком. Кальций также, вот, да, хотела, как Наталья говорила про кальций. Я когда кальций начала применять, у меня на самом деле чувствительность к зубам, она уменьшилась. Раньше вот пила горячее, что-то холодное, у меня вообще очень сильная чувствительность была. Кальций начала пропивать, у меня это все прошло. У меня уже нет такой чувствительности. Поделись результатом, пожалуйста. Вообще, зачем в клуб пришла? Вообще я пришла по набору веса, у меня был дефицит веса, хотела набрать, вот набрала 5 килограмм мышечной массы и улучшила самочувствие. У меня и апатия, усталость была, с утра я вставать вообще вставать не могла, в принципе. Сейчас у меня сократился сон, я где-то на 4 часа даже, может, больше, высыпаться прям начала, как бы. Все, усталости нету такой. Вот такой вот. По самочувствию мне, наверное, больше важен даже не мой вес, а уже самочувствие.
самочувствие очень сильно изменилось. И, кстати, вот насчет дочери также, да, все уже, да, дети в садике переболели, но как начинается вот такое весеннее что-то, да, я ей сразу, ну, даю шизандру. Она у меня шизандру ежедневно выпивает, нет, все, у нее нету тоже никаких осложнений, проблем со здоровьем у нас вообще нету с ней. Шизандру ты сколько даешь? Одну гранулу или половинку? Половинку даю. Если просто, например, да, ну, как бы для профилактики, половинка, каждый день по половинке. Да, иммун-бустер очень нравится ей, потому что дети же любят что-то вкусненькое, да. Все она попила, и как будто как морсик, и все тоже. Да, он Иммун-бустер действительно тоже очень вкусный. хорошо помогает. Мы также своему ребенку даем кальций, мультивитаминный комплекс, шизандру, потому что детям впихнуть какой-нибудь лимон, апельсин или чеснок, ну просто нереально. Все Да, мамочки и да, папочки да. это знают, да. Да и взрослые, в принципе, тоже не особо-то, я бы сказал, что используют в рационе. А Да, вообще да, да. раньше ты связывала вот питание и иммунитет? Ты вообще понимание было такое? Ну, оно как бы не то, что было. Конечно, ну, мне не нравилось, что я болею, там, долго сплю, думаю, почему люди там с утра могут вставать, я не могу вставать. Но я начинала, как бы читала в интернете, да, находила какую-то информацию, но со мной же никто не занимался, мне никто там в окружении не объяснял, что делать. Ну, прочитала, да я могу много что прочитать, да, в интернете много что пишут, но мне никто не объяснял. Только тогда, когда начали мне объяснять всю суть вот эту, только тогда я поняла, что это иммунитет с питанием и со всем этим связано. А какие продукты вот ты сейчас используешь в своем рационе на ежедневной основе? Ну и какие сейчас вот в период того, чтобы, скажем так, поддержать иммунитет, дать ему поддержку такую? Так, ну вот смотрите, вот когда я сейчас заболела, у меня в рационе больше гербалайфских продуктов. Вот прям больше, мне надо легкоусвояемые продукты. У меня сейчас самое главное это коктейль. Вот эти все БАДы идут витамины, и самое главное алоэ для их усвоения. Это обязательно прям. Что-то легкое, да, там овсяно-яблочный у меня сейчас, и белок у меня. Также у меня бабушка тоже Роузгард пропивала, да, вот про молодость говорили. Тоже все продукты, практически всю линейку белок, овсяно-яблочный, клеточный активатор, травяной напиток. Вот если у меня энергии чуть-чуть даже не хватает, да, вот все равно приболела, как-то даёт же, травяной напиток выпиваю, все. Я как будто вообще не болела, и правда. Он энергию мне придает. Спасибо большое, Настя.